Всем привет, меня зовут Антон, и вы на канале Пойди и Проверь. И сегодня мы отправимся на русский остров, а точнее по его фортам и батареям. Береговая батарея Новосильцевская, номер 375. Новосильцевская батарея является визитной карточкой острова Русский. Это первое, что можно увидеть, въезжая на остров. В 1888 году введена в строй Новосильцевская дерево-земляная батарея с орудиями на шпальной клетке. В 1889 по 1890 достраивались караульные помещения и пороховые погреба. С 92 по 83 года капитаном Ющенковым составлен проект батареи Новосильцевской в бетонном варианте. Строительство под руководством военного инженера Маака начато в 1898 году, закончено в 1901, а в 1902 году окончили установку механизмов в патронных погребах. Была рассчитана на 6 6-дюймовых пушек и 2 50-мм береговые пушки. На данной батарее сохранились позиции главного калибра и скорострельных пушек с 7 пороховыми погребами и 8 орудийными двориками, разрушенный дальномерный павильон и павильон для электроагрегата. Спустя более чем 100 лет эта батарея полностью отреставрирована и является одним из интереснейших мест для экскурсий. С батареи открывается прекрасный вид на мост. И сейчас мы находимся на Ворошиловской батарее. Отдельная 305-мм башенная артиллерийская береговая батарея номер 981 имени Народного комиссара обороны СССР товарища Клима Ворошилова, островного сектора береговой обороны, позднее переименована в 122-й башенный дивизион. В просторечии Ворошиловская батарея. Расположена на острове Русский, бухта Навик. К строительству батареи приступлено осенью 1932 года. Достраивалась до 1941 года. Имеет 6 305-мм пушек в 3 орудийных башенных установках, расположенных в башенных блоках. Подземную силовую станцию с 4 паттернами, 6 запасных стволов. Под каждой из 2 башен расположены подземные жилые технические помещения и склады боезапаса. Всего 3 этажа. Башни соединяются между собой через паттерну глубокого заложения длиной 205 метров. Ворошиловская батарея – одно из уникальных фортификационных сооружений в мире. Береговая батарея занесена в книгу рекордов Гиннесса. Решение о ее строительстве было принято весной 1931 года. 2 последующих года ушло только на скальные и подземные работы.
Башни и стволы доставляли на остров морем, а далее по специальной построенной железной дороге первая башня была готова 1 февраля 1934 года, а 1 апреля 1934 года вторая. Первым командиром батареи назначили майора Николая Арсеньева. Аналогичная батарея находится только в Севастополе. В ходе реформирования вооруженных сил РФ в 1997 году батарея номер 981 как боевая единица была расформирована. В настоящее время огневая позиция батареи является филиалом военно-исторического музея ТОВ «Мемориальный комплекс Ворошиловская батарея». Мы находимся на Великокняжеской батарее. Батарея номер 369 Великокняжеская. Береговая батарея Великокняжеская расположена на острове Русский, участок побережья между мысами Охлёстовшего и Вятлина. Рассчитана на 4 10-дюймовые береговые пушки образца 1895 года. Сохранилась позиция главного калибра с 4 орудийными двориками. В советское время рядом и на позиции батареи разместились стартовые позиции ПВО. В настоящий момент рядом с батареей провели ветку газопровода и новую трассу. Соответственно, окружающая местность весьма изменилась. Раньше это была одна из красивейших батарей острова. В 2012 году на батарее были проведены уборочные и косметические работы. 1972 года подбрустверная галерея длиной 120 метров использовалась частью ПВО для хранения зенитных ракет. Для этого галерея была вскрыта с торца левого фланга, причем с огромным трудом. Кирка и лом оставляли лишь легкие царапины на ее стене. Строительство хранилища для зенитных началось с весны 1971 года. Вдоль стены галереи были установлены стеллажи, на которые по направляющим подавались ракеты. Одна за одной для поддержания установленной температуры и влажности в одном из казематов было построено мини-котельная. Ненужные входы и отверстия были заделаны. Стартовая позиция зенитно-ракетного комплекса С-75 в районе Великокняжеской батареи является историческим местом острова Русский. Мы находимся на форте Поспелово.
Поспелого до переклассификации 30 августа 1903 года имел название «Временное укрепление номер 4». Расположен на горе Поспелого, на полуострове Саперном острова Русский. Форт был рассчитан на 10 9-футовых пушек и 2 пулемета на крепостных станках. Кроме того, 2 9-футовые пушки были вмурованы в амбразуры кофра. Укрепление представляет собой слегка искаженный ромб, является единственным примером типа форта Буйницкого на острове Русский. Его напольные рвы обстреливаются из кофра, а горжевые из бетонного ружейного капонира, который служит также мостом через ров. Кофр соединен с внутренним двориком форта патерной, снабженный световыми люками. Выход из патерны прикрыт сквозняком и может служить убежищем для выкатных пушек. Казарма форта значительно усилена по сравнению с типовым проектом и может использоваться для постоянного жительства гарнизона. В ее бетонном массиве располагаются также убежища для противоштурмовых орудий и пороховой погреб, вход в который прикрыт прямым сквозняком. Под левым напольным валом расположено отдельное убежище для противоштурмовых орудий. На фасаде казармы имеется киот под икону. В 1911 году военный инженер-капитан Воронов пристроил к стрелковому горжевому капониру мосту железобетонный каземат-павильон для артезианской скважины производительностью 800 ведер в час и водокачку для снабжения расположенных поблизости казарменных городков. В советское время использовалось как артиллерийские склады и склады боезапаса школы оружия КТОВ, курсанты, которые несли на бывшем форте караульную службу. В последние годы форт использовался как арт-площадка для проведения творческого фестиваля «Лабиринты острова Русский». В это же время были установлены ворота на капонир-мосте и убежище для выкатных орудий. В сентябре 2012 года территория форта была прибрана и зачищена от излишней растительности. Форт номер 12. Форт великого князя Владимира Святого. Расположен на острове Русский на горе Охлёстышево. Рассчитан на роту пехоты, 2 3-дюймовые противоштурмовые и 6 3-дюймовых скорострельных пушек. Главная функция — запирать вход на саперный полуостров с его арт-батареями и защищать десантно-опасный участок в районе мыса Охлёстышево. Форт расщепленного типа вытянут по фронту на 750 метров и состоит из 3 независимых узлов: левого люнета, правого редута и центральной части, где должна была быть построена оборонительная казарма. Эту непостроенную казарму должен был прикрывать горжевой капонир и двойной кофр. Левый люнет состоит из стрелкового бруствера с убежищами для дежурной части, 2 бетонных барбетов и 2 арт-убежищ по флангам. Прикрывался он рвом, простреливаемым из одноэтажного одиночного кофра на 3 50-мм пушки и пулемета, соединявшимся патерной подбрустверной галереей. Правый редут состоит из бруствера с подбрустверной галереей. Достопримечательностью форта является фресковая икона архангела Михаила Архистратига, расположенная в нише под брустверной галереей. К сожалению, вандалами фресковое изображение было содрано с бетона. В советское время форт частично использовался как склад боеприпасов, в том числе и для Ворошиловской батареи, как радиотехническая батарея. Позднее, в 1970-х годах,
форт был задействован для размещения радиотехнических средств одного из зенитно-ракетных дивизионов ПВО. В настоящее время полностью свободен для осмотра. Центральная часть весьма заросшая. Форт номер 11.
Форт номер 11. Форт князя Святослава Игоревича. Расположен на высоте 1,2 километра севернее основания мыса Табизина. Основная функция — запирать долину Новый Джигит. Рассчитан на роту пехоты 10 3-дюймовых скорострельных пушек и 8 3-дюймовых противоштурмовых пушек. Форт вытянут по фронту на 700 метров, прикрыт рвом с фронта и горжи. Во фронтальном рве должны были располагаться одиночные 50-мм пушки и пулемет. Горжевой ров должен был прикрывать заэскарпный двойной кофр. 4 50-мм пушки и 2 пулемета, однако сами кофры построить не успели, лишь набить котлованы и проложить к ним паттерны из подбрустверной галереи. От запроектированной изначально казармы отказались, и заменяющие ее сооружения построены не были. На правом фланге должно было быть отдельное смежное укрепление с бруствером, подбрустверной галереей, убежищем для пушек и барбетов. Из подбрустверной галереи устроено несколько выходов сквозняков, в некоторых из которых предполагалось укрывать орудия. На левом фланге имеется изолированное убежище для пушек, с которого можно было фланкировать горжу форта. На придаточном укреплении правого фланга были выполнены лишь земляные и скальные работы. Промежутки между фронтальными и горжевыми рвами должны были заполняться проволочным заграждением. В советское время здесь располагался узел связи Ворошиловской батареи, убежище госпиталя для раненых на 200 коек. Форт номер 9.
форт князя Рюрика. Расположен на острове Русский, восточное основание полуострова Кондратенко. Основная задача форта – защищать побережье, перешейки полуострова Кондратенко и бухту Иванцево. Самый мощный из фортов Русского и, пожалуй, с самыми красивыми видами. Рассчитан на роту пехоты, 8 3-дюймовых противоштурмовых, 4 3-дюймовые скорострельные, 14 50-мм капонирных пушек и 20 пулеметов. По фронту занимает 850 метров. Центральная часть форта опоясана с 3 сторон рвом. Горжа центральной части прикрывалась проволочным заграждением. По фронту возведен сплошной бетонный бруствер с подбрустверной галереей убежищем, соединенный 2 паттернами с запроектированной бетонной казармой в горже. Под саму казарму была лишь сделана выемка. Подбрустверная галерея соединена также паттернами с кофрами. Кофры имеют контрминные галереи, правда меньшего размера, чем материковые. Оба одиночных кофра были на правом фланге. В некотором отделении было запроектировано отдельное придаточное укрепление. На нем должен был быть бруствер с подбрустверной галереей и убежищами. Отдельное убежище для 3-дюймовых пушек прикрываться должен был двойным кофром по рву. На этом люнете были выполнены земляные и скальные работы. В советский период некоторое время служило командным пунктом 1-го артиллерийского отдельного артиллерийского дивизиона.
номер 10. Форт князя Олега. Расположен на острове Русский, северо-восточнее перешейка острова Шкота. Прикрывает от высадки десанта на побережье близ дамбы острова Шкота и высоту в долине реки Малая Воеводиха. Пожалуй, наименее мощный из фортов проекта 910 года. По изначальному проекту был рассчитан на роту пехоты, 6 противоштурмовых легких и 2 3-дюймовые скорострельные и 9 50-мм капонирных пушек. В центральной части форта располагается бетонный бруствер с подбрустверной галереей, 2 убежища для выкатных скорострельных 3-дюймовок и 2 бетонных барбета. Также имеется отдельное артиллерийское убежище с земляным барбетом в горжевой части. По периметру форт должен был быть опоясан проволочным заграждением, которое фланкировалось двойным кофром на 5 50-мм пушек, 2 пулемета и прожектор. Из крыльев кофра было выведено 4 воздухозаборных канала, набитых из бетонных тюбингов. Паттерн и контрминных галерей не имеется. Под горжевую казарму был лишь вырыт котлован. В 1932-34 годах под брустверной галереей форта разместился командный пункт батареи номер 982. Для этого перестроили помещение в галерее, пробили турнель, вертикальная шахта глубиной почти 30 метров и заглубленную паттерну по огневой позиции батареи. А на бруствере установили бетонный наблюдательный колпак, рубку управляющего огнем и броневую рубку дальномера. В помещениях расположили арсенал. Позднее установлено РЛС наведения. В 1975 году батарея была законсервирована. Арсенальные склады боезапаса в 2005 году были оставлены военными и форт был заброшен. Орудия батареи и прочее железо начали пилить сборщики металлолома. За последние 3 года исчезла трансформаторная будка и большинство складских металлических ангаров.